белорусский грузопассажирский поезд. Феноменальное явление. Сразу и грузовой, и пассажирский. Господи, да я просто сам капитан очевидность. Ну, явление, безусловно, интересно. В России такого, насколько я знаю, нет. Если ошибаюсь, поправьте в комментариях. И вот, судя по всему, и в Беларуси скоро тоже не останется. Еще раз повторяю, БЧ, не надо брать пример с РЖД в вопросе организации пригородных перевозок. Пожалуйста, они там только все испортили. Не надо за ними повторять. Так, ну все, спасибо этой машине, что покатала нас. Спасибо каршерингу Anytime, что они вообще здесь есть, это замечательно. Вот вам промокодик. А мы идем искать, видимо, еду, а потом фотографировать все эти чудесные автобусы и троллейбусы, которые можно видеть отсюда. Но для начала нужно сходить вот на ту конечную, сфотографировать вон тот крутой Mercedes O405 и вон ту крутую Сетру S, видимо, 215 HD. Осталось только выяснить, как туда пройти, потому что здесь нет зебры, тут длинный забор. Придется выяснять это прямо на месте. Ну и пока я сюда иду, можно заодно и посмотреть на чудесные автобусы Минска, которые здесь все желтого цвета, все современные, все низкопольные. Так, это что у нас такое? МАЗ-203 со старой мордой. Тоже такой желтенький, замечательный, красивый. Очень хотелось бы увидеть самый интересный автобус Минска, МАЗ-107. Это трехосный, 15-метровый гармошка-заменитель, так скажем. Я показывал вам такие автобусы в ролике про Великий Новгород, где они все еще ездят. Ну вот они есть и в Минске. А вон каршеринг Hello, в котором я не смог не только зарегистрироваться, но даже открыть приложение. Оно просто тупо не открывалось. Дизлайк вам, Hello. Так, вот он, МАЗ-203, пригородная модификация. Областной тоже куда-то в область поедет. У него нет задней двери, что и говорит о том, что он пригородный. Да, детка, какой он большой, красивый МАЗ-215. Еще раз повторяю, что отличие в том, что у него 1, 2, 3, 4, 5 дверей. Так, мне повезло, и вон едет МАЗ-107. Трехосный, 15-метровый красавчик. Вот, друзья, это был МАЗ-107, удлиненная версия МАЗа-103. Так, ну а ребята не захотели ходить со мной к Мерседесу 405, кстати, вот как я его сфотографировал. Они сразу поехали в кафешку, я остался совсем один в чужом городе, какой ужас. Поэтому сейчас я поеду к ним, буду их разыскивать. Но сначала сфотографирую этот МАЗ-203. Так, а теперь вперед, пока телефон полностью не сдох, надо купить билет в метро. Да, и, кстати, вам наверняка интересно, сколько мы денег потратили на каршеринг. Потратили мы 282 белорусских рубля. Вот статистика нашей поездки. Двери зачиняются. Next station is площадь Первомайская. Please mind the closing doors. На телефон поступает звонок от незнакомого человека, который сообщает, что ваш нашел. Вот они. Тарам. Мы поужинали в ресторанчике Лида, это аналог российского Муму. Сейчас эти двое поедут к нему домой что-то забрать, а я останусь в городе, буду снимать трамвай и все остальное, что попадется. Сейчас я нахожусь на проспекте Якуба Колоса. И здесь есть трамвайная линия, сейчас попробую что-нибудь здесь поймать. Обратите внимание, как сделана трамвайная остановка на улице Якуба Колоса. Это приподнятая платформа, здесь есть павильоны с крышей, заборчики, скамейки. И ко всему этому можно пройти по зебре, как и должна выглядеть нормальная трамвайная остановка.
И, кстати, зебра здесь не зебра, а вот такая вот разметка, выделяющая только контур прохода для пешеходов. Это лучше зебра, потому что зебра, скользкая, и в дождь на ней может и поскользнуться. А здесь вы идете по асфальту, а не по скользкой краске. Также зачем-то разделены потоки велосипедистов и пешеходов. Упс, я иду по велодорожке. При том, что здесь, в принципе, нет никакой велодорожки. Вот она здесь просто обрывается и все. То есть на велосипеде предлагается ехать вместе с пешеходами. Следовательно, в Минске велоинфраструктуры не существует, только на переходах. Другая трамвайная остановка сделана по венскому типу, то есть здесь приподнята проезжая часть, и таким образом люди фактически, да, выходят на проезжую часть, но они садятся в один уровень с трамваем, что тоже неплохо. Хотя островки безопасности выглядят, собственно, более безопасными, потому что здесь даже нет зебры. Ну, хотя автомобили все равно притормаживают, потому что здесь есть такая вот искусственная неровность. Короче, я решил, это будет видос в формате влога, так что подробности о трамвайной системе, о троллейбусах, автобусах я рассказывать не буду. Просто сейчас покажу вам то, что вижу сам, и все. А потом постараюсь приехать в Минск и снять полноценное, нормальное, обстоятельное видео, а не вот такое вот фуфло, потому что за 2 часа я ничего толком не сниму. Поэтому смотрим, какие трамваи ездят на улице Якуба Колоса, а заодно любуемся советской архитектурой, которая... О, господи, какой запорожец! Вы видели, надеюсь, вы видели на видео, потому что я нет, я видел только его попу. На этой улице меня удивляет, что нет пешеходных переходов от слова совсем. Они присутствуют только вот на трамвайных остановках. И то это не пешеходный переход вон там, а заход на остановку, то есть венская остановка. А зебр здесь нет вообще. А хотя нет, есть, что я такое плету. Но все равно их мало. Например, напрашивается наземный переход прямо вот здесь. То есть здесь корпус механотехнологический факультет находится. И неужели здесь не будет желающих выйти с факультета и сразу перейти на ту сторону и сесть на той остановке во что-нибудь? Мне кажется, такие желающие точно будут. Поэтому наземный переход напрашивается сам с собой. Заткни себе свою выхлопную трубу пробкой. Так, трамваи Минска. Вот это называется БКМ-601, вот этот вагон. Это самый массовый трамвай Минска, их 113 штук. Они выпущены в начале 2000-х годов. И, соответственно, они уже довольно старые, хотя на самом деле трамвай-то может работать долго. Взять, к примеру, Прагу, где Татра ездят по 60 лет и не собираются уходить на пенсию. Вот. Но дело в том, что вот этот трамвай, он уже довольно старый морально. Он с высоким уровнем пола, с коллекторными двигателями, у него 3 двери. И, в принципе, он больше похож на КТМ-5 в новом обличии. Но завод Белкоммунмаш, который строит трамваи и троллейбусы в Минске, не дремлет. И в конце 2024 года выкатил новенькие вагончики БКМ Т-811. Ранее они уже поставлялись в российские города. И вот в декабре они попали в Минск. Вот один из них. Вот такой вот замечательный вагон. В Минске их сейчас пока что только 20 штук, но, видимо, в ближайшие годы они заменят собой старые БКМ 601. На улице Якуба Колос я нашел вот это чудесное здание. К сожалению, не знаю, в каком оно архитектурном стиле построено, но я хотел сфотографировать на фоне него трамвай. И это практически невозможно сделать, потому что все время он едет, и его заслоняют машины. Зато в эту сторону можно видеть целую выставку высотной, по всей видимости, советской архитектуры. А теперь я пойду вот на тот перекресток с улицы Сурганова и сфотографирую там все троллейбусы. В итоге все, что я сфотографировал, это 2 троллейбуса вот здесь, вот на этом перекрестке. Но мне не понравился вот этот вот рекламный плакат, и я отсюда ушел. Но там уже мне ничего снять не получилось, потому что пошли люди, поехали машины, и все на свете сыграло против меня. Так что, наверное, я уже поеду отсюда. Мне надоело. К тому же троллейбусы перестали ехать. В общем, я решил поехать на ЖД вокзал на трамвае, чтобы посмотреть Минск, потому что сколько можно ездить на метро и не видеть город, а заодно затестировать новенький БКМ Т-811. Наступний припинок Севастопольський.
Наступний припинок Олішева. Осторожно, двері зачиняються. Это был БКМ Т-811. Что можно о нем сказать? Современный, красивый, стильный, полностью низкопольный, но сиденья в нем размещены на специальных подиумах, как раз вот над колесными парами. Едет очень быстро, как, в общем-то, и все трамваи Минска, несмотря на так себе состояние путей. То есть трясет довольно сильно, но в целом мне понравилось. Главное в трамвае — это скорость. Также скорость достигается за счет того, что здесь не так-то и много остановок. Отличная альтернатива метрополитену. Ставлю минскому трамваю 9 Санкт-Петербургов из 10. Почему всего лишь 9? Потому что здесь не так много новых трамваев, а также не очень разветвленная сеть. Нужно срочно строить новые трамвайные линии во всем Минске, потому что сейчас сеть выглядит вот так. Ну а трамвай БКМ Т-811, конечно же, крутой. Именно таким и должен быть современный трамвай. А еще у меня наступил топографический кретинизм, а я поехал не к вокзалу, а в другую сторону. И приехал... куда я приехал? Логойский тракт. Но зато здесь обнаружена велоинфраструктура, которая ограничена всего-навсего разметкой на обычном тротуаре для пешеходов. То есть что мы имеем? Был широкий тротуар, его зачем-то сузили, и стало неудобно всем, что велосипедистам, что пешеходам. Пешеходам по барабану это велосипедная дорожка, вот вы сами можете видеть. Наверняка велосипедистам по барабану вот эта дорожка. Так что инфраструктура должна быть отдельная. То есть вот отдельно, вот здесь вот можно прям через деревья проложить отдельную тропу и по ней либо пустить велосипеды, либо пешеходов. И сделать это нужно не только на Логойском тракте, а во всем городе. Вот тогда и будет велоинфраструктура. А это больше похоже на какую-то нарисованную фигню для отчетности. Ну серьезно, кто в здравом уме будет пользоваться такой велоинфраструктурой? Лично я бы скорее предпочел ездить по проезжей части. Правда, не совсем ясно, можно ли ездить на велосипеде по проезжей части в Минске. Пишите в комментариях, если у вас есть такой опыт. А я иду на остановку в сторону ЖД вокзала. Потому что ребята меня там уже, наверное, заждались. И вон она остановка. Кстати, особенность минского трамвая в том, что здесь остановка в одну сторону находится не там же, где остановка в другую сторону. Так что... А сейчас, внимание, смотрите, с какими скоростями ездит трамвай по Минску. Наступний припинок вокзал. Я бывал в Минске уже много раз, у меня на канале есть уже целых 2 видео из этого города, но только сейчас я наконец-то смог нормально прокатиться в трамвае, чтобы понять, насколько круто он здесь организован. В первую очередь меня восхитило, с какими скоростями здесь гоняют трамваи, да они здесь могут даже обогнать автомобили. В принципе, трамваи и должны так ездить, чтобы в них был смысл. Единственное, что мне понравилось, это что трамвай тормозит у каждого светофора. На такие случаи есть специальная система, которая автоматически переключает трамваю светофор на зеленый, чтобы он спокойно, беспрепятственно проехал. Ну и, конечно же, нужно строить новые трамвайные линии, как в любом другом нормальном городе. Я надеюсь, что у Минска все это впереди.
А теперь нужно найти автобус-мастера, сходить купить белорусских продуктов и уже топать на автобус. Кстати, а вы знали, что Минск пытается быть копией Петербурга в том плане, что он столица заборов? Например, вот здесь есть забор, разделяющий трамвайные пути от проезжей части. Предположим, что это защищает трамвайные пути от проезда автомобиля, но там есть бордюр, какой смысл в этом заборе? Может быть, он защищает от несанкционированного выхода пешеходов? Но так для этого нужно сделать здесь нормальную зебру. Вот, например, здесь, чтобы с вокзала можно было без подземного перехода перейти сразу сюда, на трамвайную остановку. А также к вот этим остановкам, чтобы садиться в автобусы и троллейбусы. Потому что на данный момент доступ сюда организован только... Ух ты, это же МАЗ-303Т, новейший троллейбус на базе автобуса МАЗ-303. Какой он шикарный. К сожалению, в этот раз прокатиться в нем не получится. Ух ты, еще один. Какие же они вкусные, минские троллейбусы. Какие они обалденные. Смотрите, какой красавчик. Просто у меня слов нет, какой он классный. Просто обалденный дизайн. Вот это да, просто топчик, пацаны. Какой он секси вообще. Так вот, здесь нужна зебра. Все, это не обсуждается. Потому что я мог бы просто перейти по зебре, но вместо этого сделаю, посмотрите что. И у меня, у здорового человека, без багажа, без тяжелых сумок, без велосипедов, без хромой ноги, это заняло 1,5 минуты. А теперь представьте, что будет, если вы бабушка, и у вас большая тяжелая сумка, или у вас больные ноги, сколько времени вы потратите, чтобы пройти через этот переход. Так что вот, если случайно вы из руководства Минска меня смотрите, то вот вам бесплатная идея, как улучшить город. Берете, значит, вот этот проспект перед железнодорожным вокзалом, вот там делаете островок безопасности широченный, делаете зебру вот здесь, делаете здесь, и делаете здесь пешеходный переход со светофорами. И можно будет за 30 секунд, бац, перейти на нужную сторону. Готово. Не благодарите. МАЗ-303. Да не этот МАЗ, а троллейбус. Закупаем белорусские сувенирчики. Я взял шоколадос и вот это. Ну, пиво я взял не себе, и шоколадку тоже не себе, а своему другу. Он меня попросил, и я ему взял. Вот, это местная такая фирменная шоколадка, коммунарка. Конечно, можно купить и в Москве, поэтому как будто бы нет смысла везти, ну ладно уж, потому что лень будет в Москве потом искать. Пока я здесь, выбор тут огромный. Вот, кстати, вот такие в Москве я не видел. Эти вроде есть. Вот это, если очень поискать, то можно найти. Так, все, я отправил автобус-мастера на поезд Вальдемара домой, и сейчас буду искать свой автобус на автовокзале. Итак, я пришел на автовокзал и нашел сразу же свой автобус, который отправится в 22:45. Он называется Ютонг ZK6122H9. Мне это ни о чем не говорит. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Это огромный автобус междугородний. Кстати, недавно такие появились в подмосковном Мострансавто и ездят, например, из Сергиева Посада в Москву, ну и на других маршрутах в Москву из подмосковных городов. Вот он такой красавчик автобус. И мне предстоит ехать на нем сколько? С 22:45 до 8. Я забыл, как считать. Короче, часов 8, не меньше. Какой-то междугородний МАЗ. Даже не буду ходить узнавать какой. Честно, уже неохота. Еще один Ютонг. На удивление, в Беларуси много китайских автобусов, хотя у них есть целый МАЗ. И там еще что-то китайское. Нет, это МАН. Ну ладно, я туда уже не пойду. И буду грузиться в свой Ютонг.
Сейчас 3:30 утра, мы где-то в Смоленской области на заправке. И, короче, что я могу сказать на данный момент? Ехать в автобусе на дальняк — это какой-то ужас, по крайней мере, в этом автобусе. Места для ног здесь мало, для моих, во всяком случае. Хотя, на самом деле, сейчас 3:30 утра, и мы где-то на заправке в Смоленской области. Сказать можно, что на автобусе, конечно, ездить на дальние поездки так себе. Уж лучше плацкарт, верхняя полка до боковушки, чем автобус. Но, к сожалению, такого выбора не было, и пришлось ехать на автобусе. Мой вердикт автобусу, ну его нафиг. По Подмосковью еще можно прокатиться на небольшие расстояния, но вот из Минска в Москву, особенно при моем росте, это точно плохая идея. Так, ладно, теперь надо ехать домой, приводить себя в порядок и записывать концовку этого видео. Вот, жена, смотри, это главная цель поездки в Беларусь, это грузопассажирский поезд. Как тебе? Дело же в расцветке, да? Нет, он грузопассажирский. Тогда все понятно.